Маски своими руками, без шитья, быстро и просто. Я думаю, что многие сейчас столкнулись с такой проблемой, что нет возможности купить маски. У нас тоже такая проблема, поэтому делаю маски сама дома и решила поделиться своим опытом с вами. Конечно, эта маска не защитит вас от вирусов, но она даст вам, можно так сказать, моральное успокоение, и, по крайней мере, вас будут пускать в магазины, потому что во многие магазины в многих странах сейчас уже и без маски не пускают. Итак, вариант первый. Для него нам понадобятся влажные салфетки. Я выбрала салфетки без алкоголя, вот в такой маленькой упаковке. Для лица ребенка и для женского лица, если, конечно, средних размеров, этого вполне достаточно. Просушите салфетки. Я оставила салфетки на ночь, и за ночь они высохли. Затем вам понадобится вот такое вот крепление, которое в медицинских масках на носу. Я просто из той маски, которую использовала прежде, вырезала эту часть. Можно использовать также такие крепежи, которыми закрепляется хлеб. Когда покупаете батон хлеба, вот там такое крепление на пакете, его тоже можно использовать. Затем понадобится двусторонний скотч, что идеально, это лучший вариант, но можно использовать простой скотч, или вот у меня кроме медицинского скотча ничего не было, и вот я использую его. Закрепляем эту часть на верхней части одной из салфеток, и затем нужно будет либо двухсторонний скотч, то тогда все легко и просто, или же если у вас вот такой вот медицинский скотч, как у меня, тогда просто загните его пополам и к клейкой части прикрепите вторую салфетку, которая сверху. Прижмите ее хорошенько руками, чтобы она абсолютно закрепилась. Затем, что мы делаем? Нижнюю часть мы подворачиваем на 1/3 и хорошо проводим там пальцами, чтобы получилась складка. Затем заворачиваем верхнюю часть к краю нижней и тоже хорошо проглаживаем, чтобы образовалась складка. Затем верхнюю часть поднимаем, а нижнюю складываем вдвое. Опять хорошо проводим до складки и уже не разгибаем. Верхнюю часть вот таким вот образом подгибаем и складываем вдвое. Опять хорошо проводим для образования складки. Затем прежде используем медицинская маска. Нам потребуется снова. От нее мы отрезаем те части, где у нас шнурочки, для того, чтобы закреплять маску на ушах. И, как вы видите, они достаточно длинные, достаточно широкие, и тогда я их просто обрезаю так, чтобы они подходили мне по размеру. Обрезав таким образом, их теперь нужно будет закрепить. Для этого мы их, собственно говоря, располагаем так, чтобы затем маской было удобно пользоваться. И просто-напросто опять отрезаем скотч, какой он в данном случае у вас есть. Вот у меня медицинский, как я уже говорила, поэтому мне придется закрепить его вот таким вот образом, и он достаточно не широкий, если скотч пошире, это даже лучше. Теперь мы такой же по размеру отрезаем кусок, такой же по размеру кусок и подворачиваем боковой край вот таким вот образом. Если бы скотч был широкий, то можно было бы сделать это в одну проклейку. У меня скотч узкий, я делаю это в 2 проклейки, чтобы хорошо закрепить эту часть, потому что это наиболее важная часть, которая будет держать всю вот конструкцию данной маски. И получаем красиво обработанный край. Таким же образом, как мы закрепили с одной стороны, мы должны будем закрепить эту завязку и с другой стороны. И тогда, собственно говоря, все, маска готова. Выглядит она очень аккуратно и достаточно практично. Конечно же, она не будет вас защищать от вирусов, но, по крайней мере, обеспечит вам спокойствие, и как сказать, выделение из носа и рта ни ваши, ни чужие никуда не распространятся и не попадут. Вот так она выглядит спереди и вот так вот сзади. Теперь второй вариант, для которого нам потребуется прозрачная обложка. Это защитная маска щиток. Я использую прозрачную обложку для переплета, но в принципе пластиковый файл тоже подойдет. Я сделаю сразу 2 маски, поэтому я просто 2 листа складываю вместе и затем складываю их пополам. Края я обрезаю ножницами, просто чтобы они не были такими опасными.
Вот я их закругляю. И затем нам с вами понадобится совершенно абсолютно обычный канцелярский дырокол. Если же у кого-то дома его нету, не обязательно у всех он должен быть, можно просто тогда проковырять дырку ножницами или прорезать ее, но будьте аккуратны, не пораньтесь, потому что все-таки даже бумагой можно порезаться и файлом тоже. Проделав дырки с двух сторон таким вот образом, сложив файл пополам, затем мы должны будем использовать резинку. Это обычная резинка для шитья, которая вставляется как в штаны, в юбки и в другие места для закрепления на поясе. Мы сначала завязываем с одного краю на дырочке, делая 2 узелка, 3 или 1, в общем так, чтобы резинка не выходила, не проходила через дырочку и хорошо и крепко держалась. Лишние краешки мы отрезаем. Теперь дальше, это уже опция, просто для удобства. Губка для мытья посуды вполне подойдет, или что-то похожее по текстуре на губку для мытья посуды. Я разрезаю вот этот кусочек напополам, чтобы мне хватило на 2 маски, и закрепляем ее ровно посередине. Это место будет у нас располагаться на лбу, когда мы будем одевать маску. И теперь двусторонний скотч лучше всего. Если же нет двустороннего скотча, то можно сделать это таким образом. Просто сложите например, медицинский скотч вдвое, закрепив его одной половинкой на вот этой пленке, а другой, загнув, закрепить части губки и хорошо прижать, чтобы это абсолютно закрепилось. Теперь мы примеряем маску на себя, чтобы подогнать размеры резинки. И найдя нужное натяжение, мы запоминаем это место, завязываем там узелки точно так же, как и прежде с другой стороны. И лишнее отрезаем, и все, маска готова. Кстати, многие ученые говорят, что именно такая маска наиболее эффективна, потому что вирус может проходить не только через нос, рот, но и через глаза и оставаться на коже. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!